Всем привет! Привет. 26-й день войны, 26-й день. За этот день уже, я думаю, кто хотел разобраться, где правда, где пропаганда, что творится в Украине, те уже разобрались, и в голове у них отложилась вся эта ситуация. Кто не хочет разбираться, тот смотрит российский телевизор и пересказывает его в комментариях под видео. С этими людьми я спорить не буду, я просто их баню, потому что нет смысла. Зачем разводить вот это непонятное, кому-то что-то доказывать, когда люди даже назло делают. Некоторые просто назло пишут, что вот классно, очень супер, укры теперь страдают. Ну, это больные люди. Однозначно больные люди. Второе. Эта война затронула всех. Нету такого человека в Украине, что эта война не затронула. Поломала планы, это по минимуму. У кого-то планы, у кого-то отобрала жилье, эта война. У многих жизнь. И поломала семьи, разрушила семьи. Тут слов нету. Как можно говорить, что война это хорошо? Нельзя так говорить ни в коем случае. Да никому нельзя желать никогда войны, как можно этому радоваться, у меня в голове просто не укладывается. Ситуация в Украине, опять же, вкратце рассказываю. Продолжается освобождение, в кавычках, русскоязычных регионов. Харьков, Чернигов, Сумы. Освобождают людей от жилья, от жизни, от бизнеса, от всего на свете освобождают. Многие люди едут до сих пор в западные регионы к так называемым бендеровцам, кто там так называет их. Русскоязычные едут к бендеровцам, и бендеровцы их селят дома, у себя дома принимают, кормят, поят, деньги дают, поддерживают их, всем поддерживают. Это реальная ситуация, это я вам не вру. Значит, еще по ситуации, что творится в Украине, рассказываю. Война идет, и кто присылает своих сыновей, родственников на войну сюда, в Украину, россияне, белорусы. Имейте в виду, что воюют эти люди с народом Украины, не с нациками, не с Зеленским, не с правительством Украины они воюют, а воюют с народом Украины, со всем народом. У Зеленского сейчас поддержка больше 90%. Даже если его убьют, уничтожат там, как мечтают это сделать, ничего не поменяется. Не за Зеленского воюет народ, а воюет за свою свободу и за свое развитие страны, за свою страну. Как они жили, так и хотят жить, и хотят развиваться дальше, и не жить под санкциями. Нормальному человеку хочется жить и развиваться. Поэтому не за Зеленского воюет народ, не за нациков, а воюет народ за свою страну. Да все это надуманное, нацики. Мы уже сами, как там пишут, да, мы уже нацики, бендеровцы, да называйте как хотите. Но мы живем в Украине, мы не хотим отсюда уезжать. Чего мы должны все бросать? Что-то есть, да. Многие пишут, освободим, придем. Не надо, от чего меня освобождать? Я никого не звал, вы чего? Да я сколько освободите там у себя, освободите села от дров, заведите газ. Такая большая территория этой России. Вы лезете в маленькую страну, уже 26-й день вы тут чудите, творите, разрушаете. Смысл этого разрушения, опять же, логически мыслим. Захватили территорию, вот ту, где разрушили, Харьков, Мариуполь. Много людей пострадало. Мирных. Ладно, вам похуй на мирных. Пострадали ваши ж военные, умирают, пацаны показывают в плен, сколько рассказывают, они ж не будут врать. После этого маме приходит похоронка, и после этого, когда вы захватили эту территорию разрушенную, с пенсии этой мамы будут брать бабки на восстановление этого Харькова, на восстановление этого Мариуполя. Смысл захватывать территорию и держать ее развалиной? Или же в этом смысл? Если в этом смысл, то я тогда логически не понимаю, зачем. Хотя Абхазия показано, что там Пицунда и все в каком оно состоянии, в состоянии 90-х, как было, захватили, разрушили, так оно и есть. Ситуацию рассказываю то, что есть. Хочу сказать, как женщина, как мама, да, для мам самое главное это ребенок, и я не понимаю женщин, которые
отпускают, ну, не то, что отпускают, я понимаю, что их не спрашивает никто, отпустить ли ребенка или нет, но услышав первый колокольчик, что здесь, возможно, проблема с твоим ребенком, который пошел сюда, к нам на войну, и продолжать верить вот там правительству, телевизору и все остальное, то есть бейте в колокола уже во все, ищите, где ваше дитё, оно вообще живое или нет. Объяснять бесполезно, Да, рассказываем меня ситуацию. это просто вот Ну, выводит. да, Света высказала то, что я уже никому ничего объяснять не собираюсь. Ситуация есть, как я сказал, кто захотел, тот разобрался. По ситуации в Украине, несмотря на боевые действия, на разрушение, на военное положение, на все это, снизились цены на бензин. Максимальная цена упала, там какой-то был бензин, 95-й обычный, 10 гривен в минус. Средняя там цена была что-то, от 10 в минус до 5 гривен упал бензин. Говорит о том, что правительство никого не давит, а наоборот в этой сложной ситуации даже облегчает жизнь народу. Там что-то по бизнесу, упростили оформление бизнеса, кучу различных разрешений ненужных, все налоги упростили, там, налоги читала. упростили. У кого кредиты, кредитные каникулы до конца войны и даже еще месяц или несколько месяцев после. Какой геноцид правительства народа? О чем вы вообще говорите? Просто залезли насрать туда, в ту страну залезли насрать, это мое мнение, которая страна развивалась. Не дать ей развиться, а просто там насрать. Сказать еще, добавить, что пришли сюда защищать, еще что-то с какими-то всякими требованиями, там то Бендера, там то еще что-то. Да какая разница, кому, что, какие книги мы читаем, на кого мы молимся там, или, хотя у нас этого... А никто не молится. Не, Ну, я же блин, говорю, кто даже хочет, этого тот нету. молится, никто никого не Я заставляет. имею в виду, У каждого свой герой. Да, какая разница соседу, что у нас здесь? У меня Сделайте герой моя жена, например. Ну, Сделайте у себя, вот правильно как. сосед герой. Сейчас герой тот, кто на передке. Ну как? Ну, блин, тот, который защищает наш город сейчас. Вот герой. Чтобы люди По это Кировограду ситуация какая? Город живет, опять же, много приезжих. У тех, у которых забрали, освободили людей от квартир, от всего остального, от магазинов, от аптек. Кстати, новая почта работает, очень классно, я прямо удивлен. Ну, люди реально патриоты в такой ситуации возить эти грузы. Очень много народу, и люди помогают друг другу. Помогают сейчас в тех областях, где освободили людей от аптек, от магазинов, от этого всего дела. Поехали лекарства, сейчас отправили людям, где, ну, которые нуждаются, где аптек нету, а люди оттуда выехать или нет возможности, или некуда выехать, или просто не хотят, потому что надеются на здравый смысл, что придет и война эта быстрее закончится. Ну как в 21 веке такое творить? Это уму непостижимо, просто никто не думал, что в центре Европы такое будет. Также почта очень классно, сколько народу, и это все не бизнесмены, это люди сплотились, те, которые не задействованы в боевых действиях. Они помогают друг другу. Не можете этого понять, оно так есть. Сейчас народ сплотился вот так. Русскоязычный, украиноязычный. У нас тут много других национальностей живет. Все нормально сплотились и понимают ситуацию. И да, кстати, новая почта по доставке, могу сказать, что работает, ну, мне кажется, так, как и раньше. Может быть, там какой-то день разница. Мы вот отправляли тоже родственникам посылку. Ну, нужно было там вещи, там такое, в другой области они остановились, из Киева убегали от этого всего. То, в принципе, доставка, я думала, дольше По будет ценам это всё. нормально в магазинах. Вот смотрите, война, в стране война. Кто понимает, тот понимает, кто не понимает, все есть. Сахар есть, подсолнечное масло есть, соль есть. Не в больших количествах, но вот зашли в магазин, Ну, мы даже не с купили, утра, зашли в обед. Сахар лежит, никто его не разметал. Люди, ажиотажа как такового нету. Люди запасаются, но запасаются с умом. Никто не дерется. Ну, И это война в крупы, стране. конечно, разнообразие, как раньше, там зашел и большой выбор круп, этого, Ну конечно, так война нету. в стране. Да, Ну да. с голоду не сдохнешь, Ну, крупы есть, В хлеб принципе, есть. Купить можно, Вот да. смотришь, масло есть, ну все есть. И хоть инфраструктура, доставка, сейчас это все опасно, но все есть. Все завозится, все отлично. Никакого геноцида от правительства нету, если кто-то там думает, что
морят голодом, тут надо приходить освобождать. Не надо никого освобождать, вы что там, вообще Пока поехали. не освобождали, было всего больше. Ну да, пока не освобождали, Выбор было, был. конечно, лучше. Транспорта много по городу, движение и какое-то нервное движение, нужно к этому быть готовым. Ну, люди нервно ездят. Видно, камеры еще повыключали. Кто спешит, кто нервничает. Просто обстановка такая. Нужно смотреть в зеркала только потому, что то там уже обгоняют тебя, смотришь. Ну, Ни хрена чужих себе. машин Много чужих, местных, ну, не да, чужих, и- а приезжих, да. Ну, и в смысле, не нашего города, региона, да, там и люди теряются, возможно, тоже где-то. Это ты уже знаешь город хорошо. Хочу сказать еще первые дни, да, как вот войны, в аптеках все, ну, много лекарств сразу как-то вот раскупили просто, вот даже элементарно там парацетамол какой-то я не могла купить. А сейчас уже начали появляться, то есть даже то, чего не было вот в начале, вот это все вот как-то люди, наверное, с перепугу, ну, много раскупили. Ну, тогда. конечно, с перепугу. Ну да, было так, я заходила, тогда не было. А сейчас уже появляются, да, всего нету, вот каких-то определенных, ну, обещают там подвести, потому что еще кое-что ищем, там людям надо лекарства, ну... С бензином вообще нормально, ну пока нормально, пока логистика есть, понятно, что не будет логистики, то не будет. Дай бог, чтобы все было. В Кировоград можно ехать, в Кропивницкий, кому нужно. Ну, я думаю, как с жильем я пока не мониторил на сегодняшний день. Так, я думаю, в случае чего Ну, можно... У нас есть службы, которые занимаются, есть список телефонов, там есть и бесплатное жилье, и помогают найти, ну, кто может оплатить, ну, получше условия себе, возможно, ищет человек. Вот, то есть помогают, есть, наверное, координаты людей, которые сдают в городе жилье, и там координируют уже, куда кого поселить. То есть вроде бы как на данный момент можно найти. Кстати, там слухи ходят, что многим раздали оружие, что творится беспредел в стране, в Украине. Смотрите, не буду я говорить, потому что я не знаю. Слышал тоже, как вы, что там раздали оружие, что у каждого там оружие дома. Не могу я этого сказать, не знаю точно. Но хаоса никакого нету. Никто никого не грабит. Никто никого на улицах не расстреливает. Люди адекватно подходят. Что-то там говорили, выпустили зэков, выпустили наркоманов. Ну, мы пока это, слава богу, не видели, надеемся. Так даже не если увидим. и наркоман получил то оружие, так смотрите, он адекватно ведет себя. Человек не пошел грабить, не пошел там где-то что-то. Ну, есть. Почему? Есть случаи Есть случаи мародерства. Да. Это, скорее всего, те вот эти черви, которые всегда заглядывали и ждали. И в мирное время. Просто они сейчас Кстати. попадаются в связи с тем, что контроль стал улиц более качественным. Люди смотрят друг за другом. Вот даже сейчас сидишь, снимаешь в машине видео, посматривают люди на тебя. Контролируют люди ситуацию. В случае чего тут же алло. Приезжает бригада, тебя привязывают к столбу, снимают штаны и по жопе лозиной бьют. Поэтому... Не бьют, Не бьют? Нет, вроде Я бы видел, как. бьют. Я не видела. У нас, кстати, в городе тоже был уже случай, по-моему, в магазине АТБ мужчина украл там товары и где-то тоже скотчем или чем там примотали к столбу, ну, штаны не снимали. Это... Пожалели. По ценам, смотрите, цены вот в АТБ, супермаркеты более-менее адекватные, ну как, нормальные же цены. Ну не в 2 раза взлетели, не в 3. Есть что-то, что осталось по той же цене, как и было. Некоторые, ну опять-таки, раньше были типа скидки крупы, да, я там, например, определенную покупала, она была со скидкой. Ну, наверное, плюс-минус. Цены огромные могут быть на рынках. Опять же, вот эти, их приравнивают к мародерам. Купила, в АТБ побежала, а потом раз уже на рынок выносит, и уже та крупа там за сколько купила ее? За 30, а уже за 80 продает. Наверное. Ну, то есть такие моменты мы есть. на рынок не ходим. Это везде будут. Люди тут же делятся Было, в соцсетях. Да, видели. И есть конторы, которые принимают меры, то есть приходят и говорят: тетя, давай как-то там это, ну, наверное, штрафы какие-то. Ну, то есть люди пользуются ситуацией не без этого. Но как такового массового хаоса, что там раздали оружие, грубят, стреляют друг друга, там гражданская война, херня это все. Ничего такого нет. Вроде бы все на сегодня, ситуацию на 26-й день войны рассказали вам, как оно, что. Дальше следим, будем делиться, по возможности, конечно. Телеграм подпишитесь,
Вдруг так что-то с Ютубом, может, кто смотрит. В Телеграм-канал буду выкладывать, если что. Ну и до следующих видео. Верим в скорую победу. Слава Украине! Героям слава.